начинается сказка сказываться. За горами, за лесами, за широкими морями, против неба на земле жил старик в одном селе. У старинушки 3 сына. Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица-то была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитою сумой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь не видали, стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец они смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться, вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под сенник. Ночь проходит. День приходит, с сенника дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй, вы сонные тетери, отворяйте брату двери, под дождем я весь промок с головы до самых ног». Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: «Я всю ноченьку не спал. На мое ж притом несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливня и лил, рубашонку всю смочил. Уж куда как было скучно. Впрочем, все благополучно», — похвалил его отец. «Ты, Данила, молодец. Ты вот, так сказать, примерно сослужил мне службу верно, то есть, будучи при всем, не ударил в грязь лицом». Стало сызнова смеркаться. Средний брат пошел сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали плясать, он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу. Но вот утро. Он к крыльцу: «Эй, вы, Сони, что вы спите? Брату двери отворите!» Ночью страшный был мороз, до животиков промерз. Братья двери отворили, караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал: «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной ночью холод был ужасный, до сердцов меня пробрал, всю я ночку проскакал. Слишком было несподручно, впрочем, все благополучно». И сказал ему отец: «Ты, Гаврила, молодец.
Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться. Он и усом не ведет, на печи в углу поет, изо всей дурацкой мочи распрекрасные вы очи. Братья, ну ему пенять, стали в поле погонять, но сколь долго не кричали, только голос потеряли. Он не с места. Наконец подошел к нему отец. Говорит ему: послушай, побегай в дозор, Ванюша, я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов. Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Ночь настала, месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку уплетает. Вдруг, полночь, конь заржал. Караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была вся, как зимний снег, бела. Грива в землю золотая, в мелкие кольца завитая. Ах-хе-хе, так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею. Разом сядут-те на шею, ишь какая саранча! И минуту у луча кобылицы подбегает, за волнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая, очью бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, виснет пластью над орвами, мчится скоком по горам, ходит дыбом по лесам, хочет силой аль обманом, лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, крепко держится за хвост. Наконец она устала. «Ну, Иван, — ему сказала, — коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною, сколько смыслишь. Да смотри, по 3 утренней зари выпущай меня на волю, погулять по чисту полю. По исходе же 3 дней 2 рожу тебе коней. Да таких, каких поныне не бывало и в помине. Да еще рожу конька, ростом только в 3 вершка, на спине с 2 горбами, да с аршинными ушами. 2 коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай. Ни за пояс, ни за шапку, ни за черную, слышь, бабку. На земле и под землей он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет,
В голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. Я же снова выйду в поле силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван, и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает, и лишь только рассвело, отправляется в село, напевая громко песню «Ходил молодец на пресенью». Вот он всходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что есть силы в дверь стучится, чуть что кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок повскакали, заикаясь, вскричали: «Кто стучится сильно так? Это я, Иван Дурак!» Братья двери отворили, дурака в избу впустили, и давай его ругать, как он смел их так пугать. А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение всем ушам на удивление. Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал, месяц ровно тоже светил, я порядком не приметил, вдруг приходит дьявол сам, с бородою и с усам, рожа словно как у кошки, а глаза-то что те плошки. Вот и стал тот черт скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, и вскочи ему на шею. Уж таскал же он, таскал, чуть башки мне не сломал. Ну и я ведь сам не промах, слышь, держал его как в жомах. Бился мой хитрец и взмолился наконец: «Не губи меня со света, целый год тебе за это обещаю смирно жить, православных не мутить». Я, слышь, слов-то не померил, да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья сколько ни серчали, не смогли, захохотали, ухватившись под бока над рассказом дурака. Сам старик не мог сдержаться, чтоб до слез не посмеяться, хоть смеяться так оно старикам уж и грешно. Много ли времени, аль мало с этой ночи пробежало, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну, да что нам в том за дело? Год ли, два ли пролетело, ведь за ними не бежать. Станем сказку продолжать. Ну-с, так вот что. Раз Данила, в праздник, помнится, то было, натянувшись зельно пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька, ростом только в 3 вершка, на спине с 2 горбами да с аршинными ушами. А теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, говорит себе Данила. Чудо! Разом хмель позбило. Вот Данила в дом бежит и Гавриле говорит: посмотри, каких красивых 2 коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты и слыхом не слыхал. И Данила да Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком так и дуют босиком.
Спотыкнувшись 3 раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там, входят братья к 2 коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели, в мелкие кольца завитой хвост струился золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Любо-дорого смотреть, лишь царю б на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть-чуть не окривели. Где он это их достал? Старший среднему сказал. Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей и не выбьешь 2 рублей. Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим, а с деньжонками, сам знаешь, и попьешь, и погуляешь, только хлопни по мешку. А благому дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям. Ну, приятель, по рукам. Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой про коней и про пирушку и про чудную зверушку. Время катит чередом, час за часом, день за днем, и на 1-ю седмицу братья едут в град-столицу, чтоб товар свой там продать и на пристани узнать, не пришли ли с кораблями немцы в город за холстами, и не идет ли царь-салтан басурманить христиан. Вот иконам помолились, у отца благословились, взяли 2 коней тайком и отправились тишком. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался, вдоль по улице идет, ест краюшку да поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает и прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радостью ушами, да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершись о балаган. Ой, вы кони, буры сивы, добрые кони, златогривы, я ль вас, други, не ласкал? Да какой вас черт украл, чтоб пропасть ему собаки, чтобы сдохнуть в буераке, чтобы ему на том свету провалиться на мосту? Ой, вы кони, буры сивы, добрые кони, златогривы. Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Ты на черта не клепли, братья коников свели. Ну да что болтать пустое, будь, Иванушка, в покое. На меня скорей садись, только знай себе держись. Я хоть роста небольшого, да сменю коня другого. Как пущусь да побегу, так и беса настигу. Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, уши в загребе берет, что есть мочушки ревет. Горбунок конек встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел
и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами. И в 2 мига, коль не вмиг, наш Иван воров достиг. Братья, то есть, испугались, зачесались и замялись, а Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал». Старший, корчась, тут сказал: «Дорогой наш брат Иваша, что переться, дело наше. Ну, возьми же ты в расчет некорыстный наш живот. Сколь пшеницы мы не сеем, чуть насущный хлеб имеем. А коли не урожай, так хоть в петлю полезай». Вот в такой большой печали мы с Гаврилой толковали всю намеднишную ночь, чем бы горюшку помочь. Так и этак мы решили, наконец вот так вершили, чтоб продать твоих коньков хоть за 1000 рублев, а в спасибо молвить, к слову, привезти тебе обнову: красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Да к тому ж старик не может, работать уже не может. А ведь и надо шмыкать век, сам ты умный человек. Ну, колеток, так ступайте, говорит Иван, продайте златогривых 2 коня, да возьмите ж и меня. Братья больно покосились, да нельзя же, согласились. Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Вот, чтобы им не заблудиться, решено остановиться. Под навесами ветвей привязали всех коней, принесли с ясным лукошко, опохмелились немножко и пошли, что Божий даст, кто во что из них горазд. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврилу он взглянул, левым глазом подмигнул и прикашлянул легонько, указав огонь тихонько. Тут в затылке почесал. «Эх, как темно!» — он сказал. «Хоть бы месяц так в шутку к нам проглянул на минутку, все бы легче. А теперь, право, хуже мы тетерь. Да постой-ка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь, Эван, так и есть. Вот бы курево развесть. Чудо было. А, послушай, побегай-ка, брат Ванюша, а признаться, у меня ни огнива, ни кремня». Сам же думает Данила, что тебе там задавило. А Гаврила говорит: «Кто петь знает, что горит, коль станичники пристали, поминай его, как звали». Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в крутые бока ногами, теребит его руками, изо всех горланит сил. Конь взвелся, и след простыл. «Буди с нами, крестна сила!» — закричал тогда Данила, оградясь крестом святым. «Что за бес такой под ним?»
Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее, вот уж он перед огнем. Светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится. Диву дался тут Иван. Что, сказал он, за шайтан? Шапок с 5 найдется свету, а тепла и дыма нету. Эко чудо-огонек! Говорит ему конек. Вот уж есть чему удивиться. Тут лежит перо жар-птицы, но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою. Говори ты, как не так, про себя ворчит дурак, и, подняв перо жар-птицы, завернул его в тряпицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает. Как туда я доскакал, пень горелый увидал, уж над ним я бился, так что чуть не надсадился, раздувал его я с час. Нет ведь, черт возьми, угас? Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали и в столицу приезжали, становились в конный ряд, супротив больших палат. В той столице был обычай: коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот обедня наступает, городничий выезжает в туфлях, в шапке меховой, сотней стражи городской. Рядом едет с ним глашатый, длинноусый, бородатый. Он в злату трубу трубит, громким голосом кричит. Гости, лавки отпирайте, покупайте, продавайте, а надсмотрщиком сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было Содому, ни довежа, ни погрому, и чтобы никою род не обманывал народ. Гости лавки отпирают, люд крещеный закликают. Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда, как у нас литары, бары, всякие разные товары. Покупальщики идут, у гостей товар берут, гости денежки считают, да надсмотрщикам мигают. Между тем городской отряд приезжает в конный ряд. Смотрит, давка от народу. Нет ни выходу, ни входу. Так кишмя вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился, и приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. Эй вы, черти босоногие, прочь с дороги, прочь с дороги! Закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд. 2 коня в ряду стоят, молодые,
Вороные, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой хвост струится золотой. Наш старик, сколь ни был пылок, долго тер себе затылок. Чуден, молвил, Божий свет, уж каких чудес в нем нет. Весь отряд тут поклонился, мудрой речи подивился. Городничий, между тем, наказал престрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всем царю. И, оставив часть отряда, он поехал для доклада. Приезжает во дворец. «Ты помилуй, царь-отец!» Городничий восклицает и всем телом упадает. «Не вели меня казнить, прикажи мне говорить!» Царь изволил молвить. «Ладно, говори, да только складно». «Как умею, расскажу. Городничим я служу, верой, правдой исправляю эту должность. Знаю. Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Приезжаю, тьма народу, ни выходу, ни входу. Что тут делать? Приказал гнать народ, чтоб не мешал. Так и сталось, царь Надежа, и поехал я. И что же? Предо мною конный ряд, два коня в ряду стоят, молодые вороные, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой, хвост струится золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Царь не мог тут усидеть. «Надо коней поглядеть, — говорит он, — да не худо, и завесть такое чудо! Ей, повозку мне!» И вот уж повозка у ворот. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд, на колени все тут пали и «Ура!» царю кричали. Царь раскланялся и вмиг молодцом с повозки прыг. Глаз своих с коней не сводит, справа, слева к ним заходит, словом ласковым зовет, по спине их тихо бьет, треплет шею их крутую, гладит гриву золотую, и довольно насмотрясь, он спросил, оборотясь к окружавшим: «Эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин?» Тут Иван, руки в боки, словно пан, из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает: «Это пар, царь, моя, и хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаешь ты? Не, меняю. Что впромен берешь добра? 2-5 шапок серебра. То есть это будет 10. Царь тотчас велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни. 10 конюхов седых, все в нашивках золотых, все с цветными кушаками и с софьянными бичами, но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех. Все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад. Говорит ему:
Ну, брат, пара нашим не дается. Делать нечего. Придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшенну мою я в приказ тебе даю, царское слово в том порука. Что, согласен? Эка штука. Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь в приказ мне отдает. То есть я из огорода стану царский воевода. Чудно дело. Так и быть. Стану, царь, тебе служить, только чур со мной не драться и давать мне высыпаться, а не то я был таков. Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицей, и под песню дурака кони пляшут трепака, а конек его горбатка так и ломится в присядку, к удивлению людям всем. Два же брата, между тем, деньги царские получили, в опояски их зашили, постучали яндовой и отправились домой. Дома дружно поделились, оба враз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать. Ну, теперь мы их оставим, снова сказкой позабавим православных христиан, что наделал наш Иван, находясь во службе царской при конюшне государской, как в суседки он попал, как перо свое проспал, как хитро поймал жар-птицу, как похитил царь девицу, как он ездил за кольцом, как был на небе послом, как он в солнцевом селенье киту выпросил прощения, как к числу других затей спас он 30 кораблей, как в котлах он не сварился, как красавцем учинился, словом, наша речь о том, как он сделался царем.